Привет, я Эндрю Кремер, и это сайт videocopilot.net. Добро пожаловать на мой очередной увлекательный урок. Сегодня мы поработаем с движением камеры в 3D-пространстве. И я покажу вам несколько интересных приемов работы в After Effects. Вот примерно вариант того, что мы будем делать. Как вы видите, мы как бы летаем в 3D-пространстве, и движение камеры у нас получается очень плавное. Все это создано с небольшим числом ключевых кадров и очень четко. Вам не нужно будет создавать регуляторы и делать еще много всякой ненужной работы, просто анимируя камеру, чтобы получить желаемый результат. Вместо этого мы воспользуемся несколькими null objects. Прежде чем начать, у меня есть один технический пример. Здесь у нас 3D-камера, установленная в 3D-пространстве. И сейчас я вам покажу, с какими проблемами можно столкнуться, если просто анимировать камеру. Нажимаем P, затем нажимаем Shift-A. У нас появились Position и Point of Interest. Между прочим, я сказал Shift, а не Shift. Так что все в рамках приличия. Устанавливаем ключевые кадры для обоих функций. Переместимся на 2 секунды вперед, зайдем сюда и возьмем Track Camera Tool, с помощью которой можно перемещать камеру. Нажимаем Shift, кликаем и перетаскиваем. У нас одна маленькая проблема. Если я захочу добавить движение камеры назад или вперед по оси Z, например, вот так, у нас появится два новых ключевых кадра. Хотя все, что я в действительности поменял, это значение для Z. Если вы посмотрите, то увидите, что меняется только значение для Z. Я просто двигаюсь вперед. Но проблема в том, что ключевой кадр для Position обладает параметрами X, Y и Z. Предположим, что мне нужно растянуть анимацию. Я хочу, чтобы она была чуть длиннее, чтобы было некоторое замедление. Но в таком случае ничего не получится, потому что у нас есть эти дополнительные ключевые кадры. В идеале нам нужно анимировать X, Y и Z отдельно друг от друга. И у нас есть специальные инструменты для этого. Я расскажу о них очень скоро. А пока давайте посмотрим, какие еще существуют ограничения при работе с такой анимацией, как эта. В любом случае, я могу вам показать все проблемы, но давайте я лучше покажу вам, что работает хорошо. Сбросим все установки камеры. Создаем новый null object. Превратим его в 3D. Соединим камеру с null object. Назовем его Dolly. Теперь зайдем в эффект and Preset. Набираем Separate. У нас появился замечательный пресет. Выбираем Separate X, Y, Z Position и перетаскиваем в Dolly. У нас появились контроллеры для X, Y, Z с индивидуальными параметрами. То есть мы можем создавать ключевые кадры индивидуально для каждого. Таким образом, вместо Position мы будем использовать эти контроллеры камеры. Нажимаем E, появляются контроллеры камеры. Я хочу создать движение камеры по оси X. Устанавливаем ключевые кадры для X Position. Перемещаем на 2 секунды вперед и просто увеличиваем значение. Также можно просто перетащить null object. Итак, мы создали тоже движение, но уже с помощью 2 ключевых кадров. И мы все еще можем менять значение для позиции Y. То есть мы можем делать дополнение к данной анимации, и никаких дополнительных ключевых кадров не появится. Это очень удобно. Сейчас давайте установим ключевой кадр для Z Position. Давайте, ну скажем, подойдем ближе. И приблизимся к заднему тексту. Установим ключевой кадр, переместимся сюда и как бы отойдем назад. Для этого уменьшаем данное значение. Переместимся дальше. Итак, мы отошли назад
А теперь нам снова нужно приблизиться к заднему плану. Здесь мы имеем полный контроль над каждой осью и над движением камеры. Это очень удобный способ. Но теперь давайте перейдем к основной части. Создадим новую композицию. 864 на 486. 24 кадра в секунду. Продолжительность 10 секунд. Затем давайте создадим новый Solid. И еще один новый Solid. Сделаем его красным, чтобы не перепутать. Этот назовем BG, задний план, а этот Particles, частицы. Теперь выбираем эффект Trapcode Particular. Техника, которой мы сейчас пользуемся, является индивидуальной в After Effects. Попробуем создать нечто особенное с помощью Particle. Постараемся, чтобы получилось необычно. Мы выбросим целую грязь частиц, а потом остановим все их разом. Сейчас частицы вырабатываются непрерывно. Зайдем в Emitter. Установим значение для Particles на 1500. У нас получилось много частиц, но мы установим ключевой кадр. Переместимся на один кадр вперед, нажимая Page Down. Переместимся на один кадр вперед и установим значение для Particles на 0. Итак, что мы имеем? Мы выпустили некоторое количество частиц. Это всего один кадр, то есть даже не 1 секунда, а 1500 на 24. Это приблизительное количество частиц. Итак, мы видим, что они выбрасываются, а затем застывают. Давайте создадим новую камеру, чтобы мы могли как бы вращаться вокруг изображения. Выбираем пресет на 35 мм, нажимаем ОК. Теперь мы можем вращать изображение. У нас получилось что-то типа сферы. Это наша заготовка. Теперь давайте перейдем в Particles. Хотя для начала нам нужно зайти в Physics. Здесь у нас есть Physics Time Factor. Он позволяет замораживать время для частиц. Установим ключевой кадр. Перемещаемся вперед на пару кадров. Установим Physics Time на 0, и у нас все остановится. Время остановилось. Сфера увеличивается и замирает. Теперь мы можем вращать камеру вокруг частиц и снова активировать время, как в матрице. Движение остановилось, камера перемещается, а затем движение начинается снова. Сейчас я вам покажу более практичный пример. Воспользуемся одним из пресетов. У нас получился маленький взрыв. Мы можем зайти в Physics и установить ключевой кадр для этого момента. Затем, через несколько кадров, установим Physics Time на 0. Теперь переместимся еще на несколько кадров вперед и установим ключевой кадр. Еще чуть подальше установим Physics Time на 1. Итак, есть движение, затем остановка и снова движение. Затем выделяем камеру и быстро анимируем Position. Сделаем так, чтобы камера как бы летела вокруг. Получается, что мы застываем, летим и снова движемся. Немного подкорректируем. Можно добавить звуковой эффект. Вот так. Это основная идея. Мы используем ее, чтобы создать неподвижное состояние частиц, которое мы сможем контролировать. Вернемся к тому, с чего начали. Мы заморозили частицы. Немного передвинем эти ключевые кадры, чтобы сфера получилась чуть больше. Пройдемся по установкам. Выбираем Auxiliary System.
Мы будем выпускать новые частицы из тех, которые у нас сейчас есть. Выбираем From Main Particles. Появляется некий световой шлейф. Из этого, кстати, можно сделать фейерверк, но не в этот раз. Увеличим значение для Particles. Установим Life на 1,5 секунды. Изменим Color over Life от Birth до Death. У нас тут есть парочка пресетов. Выбираем темно-красный. Затем более светло-красный здесь. А затем белый. Вот так. Это основная идея. Мы как бы летаем в 3D-пространстве. Сделаем size на 1,5. Мы хотим, чтобы частицы были достаточно маленькими. Чуть увеличим значение для Particles. Мы также можем поменять Size over Life так, чтобы сначала частицы были маленькими и со временем увеличивались. У нас получились такие вот нелепые частицы. Давайте избавимся от первоначальных частиц. Самый лучший способ сделать это уменьшить size до 0. Они исчезли. Несмотря на то, что у нас уже есть анимация, мы начинаем работу с данной анимацией с этого момента. Итак, начинаем. Изменим значение для opacity в Auxiliary System. У нас тут множество опций. Давайте сосредоточимся на основных. Добавим немного хаотичности. Зайдем в Physics, Air, Turbulence Field и поиграем с Effect Position. Можно немного увеличить, придать немного сумасшедший вид. Хорошо. У нас есть небольшая проблема с изображением. Вернемся в Auxiliary System и увеличим Particles. И чуть уменьшим opacity. Хорошо. Это то, что нужно. Теперь вернемся в Emitter и увеличим значение для Velocity. Это увеличит картинку, так как передние части будут выстреливать быстрее, а последующие будут создавать некий шлейф. Итак, чтобы увеличить частицы, нам просто нужно увеличить Velocity. У нас также есть Velocity Random. Эта опция позволяет сделать одни частицы короче, а другие длиннее. Возьмем примерно 40%. Теперь нам нужно активировать Depth of Field для камеры. Нажимаем AA. У нас появились опции камеры. Активируем Depth of Field. Сделаем то же для Particles. Render Mode, Full Render плюс DOF. Увеличим Aperture до 100 и Blur Level до 500. У нас получится полноценный Depth of Field. Немного приблизим камеру. Выглядит прикольно. Установим разрешение на Health. Это несколько испортит изображение, поэтому, возможно, лучше на время отключить Depth of Field и включить его только в самом конце. Можно еще поиграть с Focus Distance. Нам нужно, чтобы камера фокусировалась на кончиках самых длинных частиц. Хорошо. Выглядит отлично. Теперь создадим новый Adjustment Layer. Выбираем эффект, Color Correction, Curves. Немного подкорректируем Red Channel. Чуть увеличим. Теперь Blue Channel. Теперь перейдем непосредственно к анимации. Возьмем Text Tool. Кликаем здесь и набираем Video Copilot.
Сделаем текст белым. Теперь превратим текст в 3D. Теперь у нас есть с чем поработать. Вот он наш текст. Единственная проблема заключается в том, что он пострадал от depth of field. Будет трудно держать текст в фокусе. Попробуем перехитрить particles. В нашем случае, то, что я покажу, сработает замечательно. Но в принципе, это может создать определенные трудности в другом проекте. У нас есть кнопочка, которая называется Draft 3D. Если на нее нажать, After Effects отключит Lights и Depth of Field. Но Depth of Field для Particles находится в его плагине. То есть, когда мы нажимаем на кнопочку, наш текст полностью будет в фокусе, так как Depth of Field отключится. Но для камеры он все еще активирован. Это позволяет нам добавить текст к нашему дизайну и не беспокоиться относительно того, чтобы он был в фокусе. Вы можете пользоваться этим для работы с любыми проектами. Итак, вот он наш текст. Немного развернем его и приблизим к камере. Думаю, можно сделать видео чуть меньше, чем Copilot. Хорошо, чтобы было немного разнообразия. Я хочу, чтобы текст появлялся из этой расплывчатой структуры. Отключим Depth of Field на время работы. Это ускорит процесс. Передвинем текст так, чтобы он как бы выходил из центра этой штуковины. Я использую Orbit Camera Tool. Немного уменьшим. Отлично. Итак, у нас есть наш первый заголовок. Теперь я хочу создать еще один заголовок, где-нибудь справа, или где угодно. Копируем наши частицы, делаем еще один экземпляр, Ctrl-D или Edit Duplicate. Сейчас они находятся в одном и том же месте. Передвинем их. Это можно сделать, зайдя в опции для эмиттера. Изменим Position, передвинем картинку туда, куда нам это нужно. Например, на задний план. Сделаем так, чтобы они были на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы камере было куда двигаться. Если я поверну камеру, вы увидите взаимное расположение этих двух элементов. Как вы видите, они находятся относительно близко друг от друга. Чуть сблизим. Итак, вот наш первый заголовок. Попробуем создать большой мир. Обычно у нас уже есть огромный 3D-мир, и единственная сложность — это то, как нам перемещать камеру. Давайте создадим еще один заголовок. Скопируем старый. Теперь переместим его назад. Посмотрим. Приблизим камеру. Переместим камеру и изменим угол обзора. Итак, мы разместили все элементы и можем перейти к работе с камерой. Сейчас я установлю начальную точку для камеры. Она должна быть примерно здесь. Отодвинем второй элемент подальше, чтобы он был виден лишь слегка. Вот это и есть процесс анимации. Все элементы надо двигать вручную. Здесь нет никакого волшебства. Итак, приступим к анимации. Технику работы я вам показал в начале урока. Мы работали с Dolly и Null Object. Это прекрасно работает в большинстве случаев и идеально подойдет для нашего с вами случая. Но я хочу показать вам кое-что другое. Я просто буду анимировать камеру, хотя мы бы могли воспользоваться техникой, которую я показал в начале. Итак, нажимаем P и A и устанавливаем ключевые кадры.
Переместимся вперед примерно на 1 секунду. Затем возьмем трек Camera Tool и перетащим композицию на тот участок, где находится наш второй элемент. Приблизим так, как нам нужно. Выбираем нужное положение. Единственный недочет — это то, что второй элемент смотрит не туда, куда нам нужно, но мы это сможем исправить чуть позже. Итак, мы как бы перелетаем сюда. Пока у нас все очень красиво. Мы как бы перелетаем от одного элемента к другому, и у нас есть 2 заголовка. Но я хочу, чтобы камера вращалась вокруг данного элемента. Вот так, чтобы на заднем плане был виден другой элемент. Единственная проблема заключается в том, что когда вы начинаете это делать, все будет выглядеть не совсем так, как бы нам того хотелось. И нам придется создавать новые ключевые кадры посередине, и в результате у нас появится слишком много ключевых кадров для того, чтобы вообще что-нибудь получилось. Мы просто вернемся к тому, с чего начали, когда мы просто переходили от одного элемента к другому, и не будем беспокоиться насчет направления камеры. Просто убедимся, что камера находится в нужной зоне. Затем создадим Null Object. Превратим его в 3D и разместим в центре данного элемента. Наш второй текст находится достаточно близко. Нажимаем P и скопируем Position. Затем добавим ее к Null Object. И теперь наш Null Object должен находиться где-то рядом. Вот так. Переместим его так, чтобы верхний угол находился в центре элемента. Повернем камеру и увидим, что я не совсем справился с задачей. Если вы посмотрите урок по созданию световых полос, то там вы найдете выражение, с помощью которого можно было бы все это сделать очень быстро. Но я не хочу забивать вам голову выражениями. Итак, наш Null Object находится достаточно близко от центра. Надо удалить этот ключевой кадр. И теперь, в этот самый момент, прежде чем я перейду ко второму элементу, я соединю камеру с Null Object. Ничего не изменилось. Наведем курсором на Null Object и нажимаем R. У нас появится Orientation и Rotation. Установим ключевой кадр для Orientation. Затем перейдем к нашему второму элементу и повернем камеру вокруг этой точки фокусирования. Я просто вращаю камеру по оси Y. Можно сделать так, чтобы второй элемент был на заднем плане. Итак, что происходит? Камера движется. И пока она движется, она плюс ко всему вращается вокруг этой точки. Что само по себе уже замечательно. Это как раз то, чего мы и хотели, чтобы эта область оставалась в фокусе. Немного переместим нашу основную камеру так, чтобы было видно оба элемента. Приблизим. Очень хорошо. Особенно то, что оба элемента остаются в кадре. То есть мы видим их взаимное расположение. Переместим текст ближе ко второму элементу. Вот сюда. Теперь можно развернуть текст к камере для этого конкретного кадра. Поставим его на место. Итак, камера пролетает с этой стороны, и мы видим новый заголовок. Это то, что нужно. Добавим эффект покачивания для Position. Зажмем Alt и кликаем на секундомер для Position. Набираем Wiggle, скобка, .5, запятая, 200, скобка. Теперь лучше возьмем 150.
Хорошо. Думаю, надо немного изменить положение камеры. Что мне больше всего здесь нравится, так это то, что я могу перемещать камеру и не беспокоиться о том, что она не будет вращаться вокруг одной и той же точки, так как мы соединили камеру с Position для Null Object, а она не меняется. Поэтому все остается на своих местах. Добавим эффект Easy Easy. Для этого выделяем ключевые кадры и нажимаем F9. У нас получился плавный переход. А теперь давайте активируем Depth of Field для камеры. Включаем. Начнем здесь сначала. Теперь настроим Focus Distance. Немного отдалимся или приблизимся. Уменьшим Depth of Field. Это может стать нашим первым кадром. Для второго кадра мы можем изменить Depth of Field. Мы можем установить ключевые кадры для этих параметров на протяжении движения камеры, чтобы мы видели, что они изменяются. Перемещаемся в эту часть изображения. И снова увеличим Depth of Field. Не так сильно, может быть. Получилось интересно. Теперь отключим Null Object. Я хочу добавить эффект искажения изображения к нашему элементу. Заходим в Physics, Air, Turbulent Field. Немного изменим эффект Position. Установим Scale на 8. А еще лучше на 13. Да, так намного лучше. Здесь немного уменьшим. В принципе, можно делать все, что угодно. Чуть добавим красного. Сделаем цвет более насыщенным. Итак, у нас получилось хорошее, плавное и быстрое движение камеры. Сейчас я очень быстро покажу вам еще один пример. Представим, что мне нужно анимировать камеру еще раз, чтобы она двигалась назад. Итак, мы подошли к тексту, а затем отходим назад. Как вы, наверное, уже видели. Копируем этот заголовок, поместим его перед камерой. Получилось, что мы отходим назад, а здесь нас ждет еще один заголовок. Обычно мы можем сделать так, чтобы текст либо проявлялся, либо наоборот исчезал. Мы можем сделать так, чтобы текст на заднем плане исчез, когда мы перейдем к новому заголовку. Вот так. Вообще я планировал сделать праздничный урок, но потом решил придумать что-нибудь покруче. В любом случае, вы можете добавить сюда снега или звездочек, чтобы получился праздник. Итак, надеюсь, этот урок оказался полезным. Меня зовут Эндрю Кремер, и это сайт videocopilot.net. Заходите на наш сайт, читайте наш блог и покупайте нашу продукцию. Всем пока! Tons of great products, including our new DVD Evolution, which was a lot of work, and I'm sure you guys will find it very useful. So be sure to check that out. And until next time,